Всем привет! Сегодня хотел бы поделиться с вами новостью о нашем стартап-проекте по созданию собственных BMW выхлопных систем. Дело в том, что мы уже давно производим и продаем выпускные коллектора для БЭХ. У нас даже за 8 лет поднакопилось постоянных клиентов по Европе. Ну а вот с разработкой и внедрением кит-выхлопных систем у нас как-то все не доходили руки. В общем, сегодня официально заявляю, что с недавнего времени мы начали плотно заниматься данной идеей. И буквально на днях я приобрел первую проектную BMW, но об этом позже. А сейчас немного предыстории, что нас побудило на данный глобальный проект. Дело в том, что я уже не первый год слышу от наших постоянных клиентов печальные истории о том, как они обращались в сервисы по тюнингу выхлопных систем, долго мучились, экспериментировали с компонентами, но так не добивались ожидаемого результата по производительности и звуку. И по сути бесполезно оставляли в карманах тюнингистов от 80 до 150 тысяч рублей. И лишь немногие доходили до полноценного удовлетворяющего их результата, коим был, к примеру, один из моих хороших приятелей, который, вооружившись интересной темой на Drive 2, решил замутить на свою F10 с N52 двигателем добротный спортивный выхлоп с раздвоением на две стороны. Кому будет интересна данная тема на Drive, кину ссылку в описании. В первую очередь он загнал машину к нам, и мы поставили ему N52 спортивные коллектора. Также он купил все необходимые оригинальные запчасти от 535i, и мы с помощью них сделали подготовку под раздвоенный выхлоп. После чего началось самое интересное. Порыскав по просторам интернета, мы поехали к ребятам, вроде как разбирающихся в тюнинге выхлопных систем. Не буду называть имя этого сервиса, так как мнение о них достаточно двоякое, варят они очень хорошо, но, как оказалось, достаточно слабо разбираются в газодинамике и настройке звука. В общем, ему там в течение 3-4 часов сварили некий кастом выхлоп индивидуальный, но данный проект потерпел полное фиаско. Во-первых, звук у выхлопа получился отвратительный, какой-то рваный. Во-вторых, в машине стоял гул, и было невозможно просто на ней ездить больше, чем 10 минут, просто начинала болеть голова. И в-третьих, самое страшное, машина потеряла примерно 30% своих лошадей. И ровно на эти же проценты она прибавила аппетит к бензину. После долгой и мучительной недели изучения литературы и танцем с бубном под машиной нам все-таки удалось убрать гул, рваный звук и, о боги, вернуть наших лошадей обратно. Не буду вдаваться в подробности газодинамики, просто также скину ссылку в описании на статью, которая нам очень помогла. Это статья про резонаторы Гельмгольца, просчитав и установив которые, мы устранили сразу все вышеописанные косяки. После того, как мы просчитали и установили отводы Гельмгольца, машина наконец-таки поехала, а звук стал более интересным. Послушаем его. Знакома вышеописанная проблематика кастом выхлопных систем не понаслышке, ставьте палец вверх или еще лучше в комментариях напишите вашу историю, нам будет очень интересно почитать о вашем опыте. В общем, к чему это все? Чтобы было поменьше подобных вышеописанных историй под лозунгом «мыши кололись, но продолжай жрать кактус», мы, собственно, решили основательно заняться данным направлением и будем создавать собственные выхлопные системы для BMW, и самые удачные экземпляры по звуку и производительности будем впускать в конвейер и продавать по ценам значительно ниже европейских аналогов, таких как Borla, Суперспринт и так далее. По поводу Акраповича я умалчиваю, так как далеко не считаю их лидерами в данной индустрии. Да, ребята варят из титана, да, достаточно легкий вес получается общий выхлопа, но сколько я вживую звуков не переслушал, BMW в частности, один сплошной шлак, консервная банка. Ну, если только, может быть, эмки нормально звучат. Все остальное шлак. Вы уж меня простите, фанаты Акраповича, но это чисто мое субъективное мнение. По производительности как-то улучшают они кривую, ухудшают, не знаю. Мое личное мнение, что как они варили в свое время выхлоп для мотоциклов, так бы и варили по сей день. На сегодняшний день у нас уже есть один опытный образец на BMW E60 с Николай 52 двигателем для его дальнейшего конвейерного производства. Создание данного концепта было достаточно банальным и простым. Дело в том, что мне очень нравится рычащий звук E60 N52 выхлопа от итальянской компании Суперспринт. И плюс в свое время как-то заморачивался и делал замеры до и после, и в очередной раз убеждал, что Суперспринт не только хороший звук, но и пусть небольшая, но прибавка мощности. Примерно плюс 15% получается. Плюс к тому он весит на 6 килограмм меньше от стока. На мой взгляд, это практически шедевр. Почему именно практически, а не абсолютно, объясню позже, а сейчас звук в студию.
В общем, мы решили не изобретать велосипед, просто заказали из Италии этот выхлоп, в течение 1,5 месяца получили его на руки и занялись его доработкой. Да, вы не ослышались, несмотря на то, что это один из самых дорогостоящих топовых выхлопов, тем не менее в его конструкции мы нашли определенные недостатки. Первое. Мы заменили соединение труба в трубу на полусферическое, что позволяет максимально комфортно отрегулировать положение глушителя и резонатора, прощая небольшие погрешности геометрии труб магистрали при сварке. И теперь, соответственно, мы можем зафиксировать максимально симметрично конечные трубы глушителя на выходе. Чего у нас не получалось сделать с изначальной конструкцией, так как это ручная работа, трубы варятся и при сварке их как-то уводят каким-то образом. Хотя я не совсем понимаю, как это может происходить, так как это все варится по лекалу, все точки зафиксированы. Тем не менее, мы уже не первый раз сталкиваемся с данной проблемой и приходится немного надпиливать трубы и немного корректировать. Вторая доработка заключалась в создании кронштейнов для подвеса. Мы их сделали более надежными, с более толстого прута и сделали дополнительную фиксацию для более комфортного монтажа. Третий пункт усовершенствования: для увеличения срока службы резонатора мы сделали его внутренние элементы из более толстой стали. Все. Совсем скоро данный выхлоп появится в продаже у нас, так что кому будет актуально, ищите его на просторах нашего сайта. И в заключение хотел бы сказать пару слов о нашей следующей цели. Это проектирование выхлопной системы, все для того же N52 двигателя, только в E90 кузовах. Для этого пойдемте спустимся в сервисную зону. Представляю вашему вниманию мою новую подружку, которую я приобрел на днях. Это трешка в E90 кузове 325 XI полный привод. 2009 года рестайлинг на таких вот интересных красных тапочках в 194 стиле. Хотел бы отметить, что на ней уже установлен стандартный глушитель с вот таким вот аппетитным дизайн-диффузором в M-стиле. В связи с чем было бы очень интересно почитать ваше мнение на предмет, что бы вы выбрали, если захотели сделать тюнинг своей BMW. Диффузор в M-стиле со смещением труб к центру или же диффузор в M-Tech стиле. Продемонстрирую сейчас, как это выглядит. В первом случае вам необходимо более весомое дополнительное вложение. Это покупка кармана заднего багажного отделения 335 с Николай 54 двигателем с меньшей глубиной, чтобы у нас под центру поместилась банка и не торчала пузом снизу. А бюджет будет примерно 5000 рублей плюс установка. И плюс приобретение стандартного диффузора в районе 10-15 тысяч рублей. Или же более классический, более бюджетный вариант. Это M-Tech диффузор, где для подготовки кузова, для раздвоения выхлопа необходимо всего лишь сделать дополнительную выемку справа. В общем, очень будет интересно честные ответы, кому что больше нравится относительно затрат и эстетического вида. Кто за что готов платить. Также хотел поделиться, друзья, что найти живой E90 среди трешек, от которых просто уже веяло трупным запахом, было достаточно непросто. И нам пришлось просмотреть уйму машины. Вот буквально с 15-й попытки нам удалось найти вот эту принцессу с прозрачной историей. Всю жизнь была в одной семье, с чистым, хорошим, живым салоном, с хорошей подвеской, с хорошим кузовом. Но, к сожалению, у нее есть определенный букет неисправностей по двигателю. Что касается приобретения автомобиля, не в качестве рекламы, не за какие-то там деньги, а в качестве хорошего полезного совета, друзья, рекомендую вам, если вы хотите купить живой, хороший автомобиль, в частности BMW, но у вас не хватает на это определенных умений, обращайтесь к моему коллеге по цеху, это Владимир Потанин, я думаю, в особом представлении он не нуждается. У него есть своя команда, компания Need Cars. Если вы хотите купить действительно живой автомобиль, в частности Бэху, потому что он ярый фанат BMW, обращайтесь только к нему, ссылка будет в описании, рекомендую. Чтобы приступить к нашему следующему проекту по построению выхлопа, приведем ее сердце в порядок, но это уже будет в следующем видео. А на сегодня я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылки все будут в описании. И до новых встреч. Пока-пока.